После распада Советского Союза в Украине находился третий в мире запас ядерного оружия после США и России. Однако такой арсенал вызывал опасения у международного сообщества, ведь появление еще одного ядерного государства на карте мира не соответствовало идее ядерного разоружения, которая была как никогда актуальна после десятилетий Холодной войны. Поэтому США и Россия немедленно начали переговоры с Украиной об отказе от этого оружия. Уже в 1992 году тактическое ядерное оружие было вывезено из Украины, а в 1996 страна лишилась последней боеголовки. Самым памятным документом, сопровождавшим ядерное разоружение Украины, был Будапештский меморандум. О чем идет речь в данном документе? Как сейчас меморандум трактуют подписавшие его страны? Отразилось ли разоружение на будущем Украины? Чтобы разобраться, вернемся на 30 лет назад и посмотрим на происходящие в то время геополитические процессы. Ukraine chose to give up nuclear weapons when the former Soviet Union dissolved. Your decision has made the Ukrainian people, the American people, and the entire world much safer and more secure. I want President Kuchma and the Ukrainian people to know that the United States and the West will stay the course with you. После ликвидации СССР в декабре 1991 года образовались 4 независимые республики, на территории которых находилось советское ядерное вооружение – Россия, Казахстан, Украина и Беларусь. Киев унаследовал впечатляющий ракетный ядерный арсенал – 176 межконтинентальных баллистических ракет, из которых 130 жидкотопливных РС-18 в шахтных пусковых установках. Каждая такая ракета имела на борту 6 ядерных боеголовок и 46 твердотопливных ракет РС-22 с 10 ядерными боеголовками на борту. Дальность поражения такого оружия – 10 тысяч километров. Кроме того, на вооружении Украина имела 44 стратегических бомбардировщика, 25 Ту-95 и 19 Ту-160, имеющих на оснащении более 1000 крылатых ракет большой дальности, противокорабельные Х-22 и Х-55. Кроме стратегических носителей, Украина имела 2500 единиц тактического ядерного оружия. Это наземные, авиационные и корабельные ракетные комплексы с дальностью действия до 1000 километров. Как правило, стратегическое оружие предназначено для уничтожения целей, расположенных глубоко на территории противника. В то же время тактическое ядерное оружие для поражения целей на фронте и ближайших тылах. Следует отметить, что несмотря на то, что подземные командные пункты были расположены на территории Украины, шифры, необходимые для запуска ракет, поступали из Москвы. То есть на тот момент Украина не имела возможности самостоятельно использовать стратегическое ядерное оружие. Путь к разоружению Украина начинает еще в 1990 году. В процессе распада СССР Верховная Рада Украины принимает декларацию о государственном суверенитете. Документ провозглашает независимость молодого государства. В его положении о безопасности Украина уже планирует придерживаться 3 неядерных принципов – не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие. В будущем, комментируя отказ Украины от ядерного статуса, первый президент Украины Леонид Кравчук одной из причин называл давление со стороны Запада. Активную роль в этом процессе играли США, поскольку находившиеся на территории Украины ракеты с ядерными боеголовками имели радиус действия достаточный для достижения американской территории. Билл Клинтон сказал, что если Украина поступит иначе, начнутся экономические санкции, и не только экономические. Могла ли Украина, только родившись на свет, сразу начать с того, чтобы становиться угрозой миру и Европе ядерным потенциалом, заявлял Кравчук. Россия также поддерживала идею разоружения бывших союзных республик. Александр Чалый, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, говорил: «Не исключаю, что в случае, если бы Украина, Беларусь или Казахстан упорствовали, Россия получила бы карт-бланш от Запада на использование военной силы, чтобы изъять или взять под контроль ядерный потенциал этих стран». В то время Украина позиционировалась как слишком незрелая страна, не способная надежно управляться со столь опасным оружием. К
тому же сверхдержавам не хотелось расширять так называемый ядерный клуб. В обмен на отказ от ядерного арсенала правительство Украины требовало денежную компенсацию и гарантии безопасности от всех держав, официально обладающих ядерным статусом. President Kravchuk, President Yeltsin and I are ready to sign an agreement committing Ukraine to eliminate 176 intercontinental ballistic missiles and some 1,500 nuclear warheads targeted at the United States. 14 января 1994 года президенты Украины, США и России подписывают в Москве трехстороннее заявление относительно украинского ядерного оружия. В этом заявлении Клинтон и Ельцин заверяют Кравчука, что США и Россия готовы предоставить гарантии безопасности, о которых просила Украина, после того, как Украина вступит в договор о нераспространении ядерного оружия. Этот договор, разработанный еще в 1968 году, призван не допустить расширения круга стран, обладающих ядерным оружием. Он устанавливает, что государствами, обладающими ядерным оружием, считаются те страны, которые произвели и испытали его до 1 января 1967 года, то есть СССР, США, Великобритания, Франция и Китай. Все государства-участники, не попадающие под эти условия, могут использовать ядерную энергию исключительно в мирных целях. На сегодняшний день в договоре участвуют 190 государств. В ноябре 1994 года к нему присоединяется Украина. Следующий ход был за Западом – предоставить гарантии безопасности, оформленные в виде международно-правового документа. Именно он и будет называться Будапештский меморандум. I strongly reaffirmed American support for Ukraine's independence, sovereignty, and territorial integrity. And to help Ukraine dismantle nuclear weapons, we've committed $350 million in non-Lugar funds. «5 декабря 1994 года в Будапеште подписывается одноименный документ, в котором декларируется неядерный статус Украины и гарантии безопасности от стран-участниц. Документ подписали второй президент Украины Леонид Кучма, президент США Билл Клинтон, президент России Борис Ельцин и премьер Великобритании Джон Мейджор. Полное название документа – «Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия». В тот же день Будапештский меморандум подписывают Казахстан и Беларусь. В этом документе, состоящем из 6 пунктов, говорится, что Украина обязуется удалить все ядерное вооружение с ее территории. В то же время страны-подписанты меморандума обязались уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, подтвердили свои обязательства воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости страны, а также, что никакое их оружие никогда не будет использовано против Украины, кроме цели самообороны. Участники обязались воздерживаться от экономического давления на Украину, подтвердили обязательство добиваться немедленных действий со стороны Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии с использованием ядерного оружия. Подтвердили в отношении Украины свое обязательство не применять ядерное оружие, кроме случая нападения на них самих. Впоследствии к Будапештскому меморандуму присоединились Франция и Китай. В качестве компенсации Украина суммарно получила примерно 660 миллионов долларов. Следует заметить, что по подсчетам экспертов, украинские ядерные боеголовки оценивались в 40-50 миллиардов долларов. Процесс избавления от ядерного оружия был начат еще фактически в 1992 году. Из Украины в Россию вывезли все тактическое ядерное оружие. Это предусматривало соглашение между государствами-участниками СНГ по стратегическим силам. В дальнейшем Украина должна была избавиться от стратегического ядерного оружия дальнего действия. 2 июня 1996 года, когда из страны вывезли последнюю ядерную боеголовку, Украина потеряла свой ядерный статус.
Далее, до 2001 года были ликвидированы 130 шахтно-пусковых установок для межконтинентальных ракет. Вокруг них находились целые военные городки, где жили тысячи военнослужащих и их семей. Представители США порой лично принимали участие в ликвидации установок. Мы понимаем умом, что это надо было делать. Но ракету ж не только для войны можно приспособить. И же в мирных целях можно. Эти же ракеты используют для запуска спутника, в чем все возможно. Американцы так не делают. Американцы складируют, а мы уничтожаем. В те же годы уничтожили 111 ракет шахтного базирования, а еще 19 передали Российской Федерации. Стратегические бомбардировщики, которые могли нести ядерное оружие, до 2006 года также утилизировали. Часть передали России, а часть сделали музейными экспонатами. От тогдашних украинских властей можно было слышать разные мнения об отказе от ядерного арсенала. К примеру, Леонид Кравчук уверял, что Украине стоит избавиться от всего ядерного оружия. Основные его аргументы были: дороговизна содержания, невозможность самостоятельного обслуживания боеголовок, отсутствующий центр управления на территории Украины и ультимативное давление со стороны Запада. Леонид Кучма, тогдашний премьер-министр, в 1993 году говорил, что Украине все же стоит сохранить самую мощную часть этого оружия – 46 твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет РС-22, которые можно было хранить очень долго. А в 2018 году он назвал Будапештский меморандум одной из 3 основных ошибок, допущенных украинскими властями. В 2014 году становится понятно, что никаких гарантий безопасности Будапештский меморандум Украине не обеспечил. Россия незаконно аннексировала Крым, начала войну на Донбассе, а в 2022 году и вовсе начала полномасштабное наступление. Будапештский меморандум критикует и нынешняя украинская власть. Так, президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности произнес: «За відмову від третього у світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки. Тієї зброї у нас немає. Безпеки у нас немає також. Немає і частини територій нашої держави. А головне, немає мільйонів наших громадян України. Усього цього немає». З 2014 року Україна тричі намагалась скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. Тричі. І, до речі, безуспішно. Сьогодні Україна зробить це вчетверте. Я ініціюю проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. Якщо вони знову не відбудуться, або за їх результатами не буде гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює, і усі пакетні рішення 94-го року були поставлені під сумнів. После 2014 года Будапештский меморандум комментировали и страны-подписанты. По словам бывшего американского дипломата и посла в Украине Стивена Пайфера, данный документ, намеренно или нет, но был составлен двусмысленно. США не обещали безграничную поддержку. Будапештский меморандум содержит заверения, а не гарантии безопасности. Между языковыми версиями документа действительно существует отличие. Так, если в украинской версии название меморандума содержит словосочетание «гарантии безопасности», то в английском варианте говорится о заверениях в безопасности. И именно вариант, в названии которого употребляется слово «заверение», является действительным для США и Великобритании. В действующем для Москвы российском варианте говорится именно о гарантиях безопасности. Пайфер также объяснил разницу между гарантиями и заверениями. Гарантии – это то, что имеет НАТО и союзники США, такие как Япония, Южная Корея и Австралия. Они включают введение американских войск при необходимости. Заверения же не влекут за собой таких обязательств. По его словам, на момент подписания меморандума в США и Украине не ожидали, что российские войска могут вторгнуться на украинскую территорию. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в 2021 году отмечала, что ее страна не нарушает Будапештский меморандум и выполняет главные его положения – не прибегать к агрессии в отношении Украины и делать все, чтобы привлечь агрессора к ответственности согласно международному праву. Мы не нападали на Украину.
И мы привлекаем агрессора к ответственности в международной системе, сказала Симмонс. Россия же о гарантиях безопасности заявила, что конфликт в Украине в 2014 году внутриукраинский, и что Будапештский меморандум не распространяется на сложившиеся внутри страны обстоятельства. А аннексию Крыма Россия считает желанием жителей полуострова воссоединиться с Российской Федерацией. События же после 24 февраля 2022 года в контексте Будапештского меморандума России не комментировались. Говоря об уроках Будапешта, большинство экспертов сходятся на двух выводах. Первый – сохранить ядерный статус в 90-х Украина смогла бы только оказавшись в изоляции и став второй Северной Кореей. Второй – на переговорах Украина продешевила. Если бы мы тогда уперлись и потребовали за отказ от ядерного оружия статус кандидата в члены ЕС, вступление во Всемирную торговую организацию, если бы собрали пакет из всех поправок и всех организаций, куда стремились, мы могли бы все это получить без унизительных условий и тягостных переговоров, через которые Украина проходит сейчас. Идея ядерного разоружения не оправдала себя. А захват Крыма, оккупация востока Украины, а затем и полномасштабная война вряд ли стали бы возможны, если бы Киев не пошел по пути одностороннего ядерного разоружения.